Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами 18 декабря, суббота. И вы знаете, сегодня достаточно мощный, сильный день. А также сегодня день денежной девятки. Поэтому обязательно сегодня проведите практику, нарисуйте на руке девятку и скажите волшебные слова для того, чтобы запустить определенные вибрации и процессы в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, для того, чтобы знать, как правильно провести эту субботу, последнюю субботу перед полнолунием. Итак, друзья, сегодня у нас с вами суббота, 18 декабря. У многих людей сегодня выходной день, и вы знаете, этот день порадует нас своим великолепием. Поэтому давайте вместе воспользуемся возможностью преуспеть в этот день. Дело в том, что энергия этого дня будет способствовать успешному запуску и продвижению всего нового и важного. Это и старта проекта, бизнеса, это важные встречи, это планирование, это путешествие, это обучение, начало строительства. Также этот день годится и для свиданий, помолвки, но не для свадьбы. Удачные часы сегодня у нас, которые нейтрализуют плохие влияния дня и привносят положительную энергию. Это время с 13 часов 15 минут до 15 часов 45 минут. Но сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год лошади. Итак, 18 декабря, друзья, это самый мощный день лунного месяца. Это день накануне полнолуния, последнего полнолуния в этом 2021 году. И подходит для сильных, решительных действий. Сегодня вы можете сами резко повлиять на те или иные события. В семье должна царить гармония. Радуйтесь своим успехам, занимайтесь теми делами, к чему у вас лежит душа. Также сегодня, 18 декабря, отличное время для мелких и крупных покупок, новых знакомств и семейных праздников. Накануне Дня Николая Чудотворца, пожалуйста, не занимайтесь какой-то серьезной домашней работой, потому что никакого толка не будет. И сегодняшний день подходит для работы с информацией, для обучения, уединения и общения с близкими людьми. Это будет активное и приятное время для многих людей. В питании следует придерживаться сегодня нормы. Могут и улучшаться финансовые дела. Не рекомендуется много пить, потому что сегодня вода несет в себе негативную энергию. Рекомендуется небольшая физическая активность и свежий воздух. Следует сегодня беречь свое здоровье, укреплять иммунитет и больше отдыхать. Проведите время сегодня на природе, думайте только о хорошем и обязательно работайте с информацией. Этот день проявления, друзья, активности, скрытых потенциалов вашей личности. Дело в том, что в повседневной жизни мы настолько привыкаем проявлять одни и те же реакции, свойственные нашей основной личности, что забываем о тех своих способностях и талантах, которые прячем глубоко внутри и по каким-то внешним причинам не даем им выбраться наружу. И слова, которые мы рекомендуем произносить сегодня, это слова аффирмации, звучат следующим образом. Я верю в себя и в свои способности. Все, что я делаю, идет мне на пользу. Я отпускаю внутренние барьеры на пути развития. Я излучаю оптимизм и дружелюбие. Я вдохновляю окружающих жить достойно и счастливо. По народным приметам 18 декабря запрещалось работать, поэтому если у вас будут запланированы какие-то важные дела, то постарайтесь перенести их на другую дату. Сегодня не стоит без особой необходимости выходить из дома. Считается, что злые духи могут завести вас в лесную чащу, где вы заблудитесь и в итоге замерзнете. Если вы сегодня собираетесь сделать предложение руки и сердца, то лучшей даты для этого не найти. Народные поверья говорят нам о том, что сватовство на Савву является залогом крепкой семьи и счастливого брака.
Нельзя в этот день ходить по гостям. Также в день Саввы по народному календарю был запрет на все виды женской работы. Можно было только кушать да готовить. Сегодня риск есть стать жертвой мошенников, и, знаете, этот риск повышается во много раз. Поэтому перед тем, как выйти из дома и на протяжении всего дня, если вы будете выходить на улицу, в магазин, на рынок, даже если вы будете идти к своим родственникам, близким, обязательно прочитайте сегодня обережную молитву. И она звучит следующим образом. «Кругом меня, раба Божьего, ваше имя называете, Николина ограда, железная застава, тыны медные и ворота железные заперты, на 7 ключей, на 7 замков, по слову Господню, по силе Господней. Аминь». На Саввин день вечером перед ужином также клали на стол осиновую лучину, и всей семьей читали определенные слова для защиты дома от воров. Если вы сегодня, обращая ваше внимание, порежетесь бумагой, это значит, что очень скоро вам придется иметь дело с чиновниками и адвокатами. Лучше особенно не напрягаться в этот день, потому что все окажется напрасным. Более того, есть вероятность испортить плоды долгих трудов. Нельзя и 18 декабря ссориться и ругаться тем, у кого есть средства передвижения. Причем неважно, это будет лошадь, это будет автомобиль или это будет грузовик. Считается, что таким образом вы можете заехать на плохую во всех смыслах дорогу. Не рекомендуется в этот день и оставлять посуду немытой, иначе хозяин дома домовой обидится и даже может покинуть ваш дом. И тогда его обитателям придется несладко. Не стоит в Саввин день ругаться владельцам машин, иначе может случиться серьезная поломка автомобиля или же даже и вовсе авария. Сегодня обязательно 18 декабря держите свои эмоции под контролем. Не обращайте внимания на людей, которые нарываются на конфликт. Помните о том, что время перед полнолунием, и у многих людей они не умеют контролировать себя, свою ту энергию, которая накопилась во время растущей луны. Также 18 декабря сегодня не ходите в гости к малознакомым людям, потому что есть вероятность прихватить в их доме проблемы, болячки, неприятности и после этого перенести их к себе домой. Поэтому откажитесь от каких-либо приглашений, да и к себе не стоит приводить незнакомцев. Не разрешается в день Саввы, 18 декабря, спорить и выяснять отношения в дороге, иначе можно накликать беду. Произойдут проблемы с транспортом, поломки и многое-многое другое. Необходимо на слова попутчиков или водителя реагировать спокойно. 18 декабря нельзя и выносить мусор в ведре, так как потом это ведро снова нужно будет принести в дом, а значит вернуть обратно все проблемы, которые должны были уйти вместе с ссором. По этой причине в Саввин день лучше мусор выкидывать в пакете. 18 декабря нельзя и использовать ругательные нецензурные слова, так как они могут принести в ваш дом беду. В этот день, как правило, все ходили в храм на службу, а после весь день читали молитвы Саввы. Верующие старались почитать святого и следовать всем правилам, принятым в этот день. Саввин день, как мы уже сказали, запрещал использовать ругательные и бранные выражения. И это связано было с тем, что использование таких слов приведет к проблемам в хозяйстве. Может поломаться техника, скот получит новые болезни или плохо соберет урожай в следующем году. Ну и как мы обещали, друзья, денежная девятка. Так как сегодня 18 декабря денежная девятка, значит мы с вами можем провести всеми нами любимую практику, с помощью которой вы можете привлечь в свою жизнь неожиданные деньги от Вселенной, новые финансовые возможности, дополнительный доход, вернуть долги и даже выиграть что-то. Потому что Вселенная благодаря этой практике слышит нас внятно и громко.
Но, друзья, мы ее должны выполнить именно сегодня, 18 декабря. Итак, как мы ее проводим? Берем красную ручку, можете взять зеленую, можете взять фломастер и пишем на своем запястье цифру 9. Помним, пишем на левом запястье. И когда мы пишем, мы должны сказать следующие слова. Кодируем себя на деньги срочно. И отпускаем мысли. Просто знаем, что это действительно работает. И это работает действительно всегда. После этого забыли, занимайтесь своими делами дальше. Стерлась девяточка, не страшно. Не надо ее подправлять. Вы уже запустили определенные вибрации и процессы во Вселенной. Так что ждите прибыли в самое ближайшее время. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 18 декабря. Пожалуйста, используйте возможности перед полнолунием. Проведите все то, сделайте все то, что вам нужно сделать в эту субботу, 18 декабря.